Приветствую всех зрителей моего канала. Я вас приглашаю в свой сад и расскажу, как после апрельских потеплений настали майские холода. Вот, пожалуйста, какая температура в теплице, а на улице уже 0. Ой, и с чем мы будем встречать утро, неизвестно. Конечно, я попыталась тут прикрыть кое-что, но вряд ли это поможет. Поставлю свечки, зажгу их. Но маловероятность, что здесь это поможет. Очень холодно. И главное дело, обычно где-то к ночи холодает, а это сейчас еще светло, а уже мороз. Теплица номер 2. Все закрыто, но вряд ли поможет, потому что уже холодно. А если всю ночь, да при -2, ой, ладно, если здесь хоть 0 будет, не -2. И на этом спасибо, но вряд ли. Надежды нет. Грядки вроде живые, огурчики тоже под укрытием спаслись. Маленькие они еще, конечно. Последствия заморозков. Виноград замерз. Вот так вот. Весь, ой, почти весь замерз. Не накрыла я его, поленилась. И вот получила. Да. Все. Кирдык винограду. Кирдык винограду. Яблони, наверное, тоже цвет. Не знаю, выдержал, не знаю, нет. В общем, подчикал виноград. Ну что, Пасха у нас сегодня вечереет, так сказать. И вот к чему мы пришли. Дождь. Дождь льет. До этого были холода, ветрюги. Работать на земле практически невозможно. Ой, вот это у меня вот такой вот пока что цветничок на сегодняшний день. Все капает, хоть ветра сильного нет. Тут вот у меня пионарий, пионы. Там вот пенек. Все здесь растет. Все промылось зеленью. Вода все помыла. Все стало чистенько, зелененько. Да, холода. Похолодало. Мороз не все пережили, растишки. Виноград замерз. Тюльпанчики отцветают. Они свое отработали добросовестно. Вон, что с виноградом стало. Вот еще раз тяпнет мороз, и ничего не будет. Зато вот у меня тут лавандочка. Видите? Зелененькая. Смородинка. Вон там маленький куст смородины, а это ее что-то больше. Жимолость. А уж что останется, неизвестно после этих морозов.
Непонятно, что у нас останется после морозов в живых. Пока вот так уныло все это выглядит. Ну вот сходит лучок, там редисочка, чесночок яровой, то есть весенней посадки. Ну, клубничка вон под морозом была, уже серединки почернели. Чесночок, клубничка. Здесь у меня лучок. Ежевика. Вот все, что от нее осталось. Клубничка. И тут клубничка. Там вон грядка с луком, с морковкой. Там пока место для помидорок. Тепличка, вот видно, огурчики закрытые там. Огурчики закрытые. Вот декоративная жимолость. Она всегда хорошо. Надо ее обновить. Туйки зелененькие. Здесь пока еще у меня порядка нету, да и погоды еще нету. Так. Тут как виноград. Здесь тоже частично виноград замерз. Вот, видите, висят. Это вот все замерзшие веточки. Вот молоденький вот посадили с внуком. Вроде живой. Ну ничего страшного. Что останется, то наше будет. Не останется, значит, не надо нам. Так. Ну вот, яблони попали под раздачу. Под морозяку. Сейчас еще их поливает дождем. До этого целые сутки, наверное, ветром до мороза хлобыздало. Вот так. Вот яблоньки, видите? Здесь вот частично померзли, вот видно желтенькие. Вот, что-то побольше, что-то поменьше. А вот там деревце совсем прямо. Совсем. Вон, видите, пожелтело все. Совсем замерзла яблонька. Жалко, конечно. Опять будем без яблок. Прошлый год не было и в этом году. Сказали, отдыхайте. Хватит вам яблоки жрать. Так. Вот. Дуванчики не успели подстричь. Только снаружи. Абрикосик вроде отцвел к этому времени. Ну, не знаю, что-то вон листочки у него какие-то вялые, наверное, тоже замерзли. А яблоня вся померзла, посмотрите. Весь цвет замерз. Весь. На то еще что-то есть маленько. А здесь все замерзло. Вот так вот. Груша, наверное, тоже. Груша тоже померзла. Вот такие вот пироги с котятами. А уж как все цвело, как все радовало. Ой. Да, как будто бы прям опалилось. Вот видите, это результат заморозков. Это вот черешня тут тоже померзла. Ой, как красиво цвела, вся была в цвету. Вишня была вся в цвету. Может, она частично успела, но не знаю. Вот так вот. Такой вот результат. Да. А комарам хоть бы хны. Малина. Не знаю, что с ней. Она вроде еще в это время не цветет. Она попозже. Вот. Смородинка тут у меня. Смородинка. Тоже. Не знаю, какой будет результат. Надеялись, что будет смородины много. Вот так. А это вот вишня, которая у меня погибла. Я оставила 2 отростка. Они в этом году так хорошо себя проявили. Но не знаю, чем все это закончится. Ой.
Вот он, бедный, замерзший виноград. Да. Надо было закрыть. Ну, не закрыла. Теперь уже после драки кулаками не машут, говорят. Вот я вас прогуляла по своему саду. Мокрому, дождливому. Кому дождя не хватает, получите, пожалуйста. Сегодня по расписанию до 11 часов вечера. Будет это у нас удовольствие такое. Ну, а это вот ромашка будущая. Вот какие у меня еще есть голубенькие цветочки. Возле туйки растут. Синеглазые. Даже дикий виноград замерз. Не выдержал наглости такой морозной. Вот что. Ой. Ну, я его здесь буду убирать со временем тоже. Так что ничего страшного. И этот померз у меня тут вот новые посадочки. Какой сделаем вывод? Против природы не попрешь. Показала всем природа, какие мы молодцы, как мы любим жизнь. И небеса плачут. Наверное, по погибшим воинам, так я думаю. Напоминает, что рано праздновать праздники. Вот, говорит, победите, потом будете праздновать. Так я думаю. А вы как думаете?